Для вязания этого узора нам необходимо набрать четное количество петель. Для образца я наберу 14 петель. 2 кромочные петли входят в этот счет. То есть 12 петель на основной узор и 2 петли кромочные. Итак, набираем 14 петель обычным способом. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Первую кромочную я провяжу лицевой. Первую петлю мы вяжем лицевой. Далее нас интересует 2 петли. Мы вяжем сначала вторую петлю за заднюю стенку лицевой. Далее первую петлю мы вяжем также лицевой за заднюю стенку, заднюю правую стенку. Первый ряд вязать немного неудобно, потом будет вязать легко. Скинули 2 петли с левой спицы. Далее снова из 2 петель мы вяжем сначала вторую петлю лицевой за заднюю правую стенку, затем первую петлю также лицевой за заднюю правую стенку. 2 петли скинули с левой спицы. И так до конца ряда. Вторая петля лицевой, первая петля лицевой. Я немного петлю подтягиваю, чтобы было удобнее вязать. Скинули. Такой прием вязания я уже использовала в 2 узорах. Ссылки на эти узоры я оставлю в правом верхнем углу и в описании к этому видео посмотрите. Получается очень интересные и красивые узоры. И последний раппорт. Сначала вторую петлю лицевой, далее первая петля лицевой и последняя петля просто лицевой за заднюю стенку и кромочная. Первый ряд готов. Второй ряд. Кромочную сняли. Далее нас интересуют изнаночные петли. Мы начинаем вязать сначала вторую петлю изнаночной за переднюю правую стенку. Немного придерживаю нить. Если вам удобно не придерживать, можно не придерживать. И сейчас первую петлю за правую стенку переднюю, тоже изнаночной. Скинули. И так до конца ряда. Сначала вторую петлю изнаночной, потом первую петлю изнаночной. Скинули с левой спицы и до конца ряда. Вторая петля изнаночной, первая петля изнаночной, скинули, вторая, первая, скинули, и еще 2 раппорта. Вторая, первая, скинули, еще последний, вторая, первая петля, скинули и кромочная. Все, это и есть весь наш узор. Повторим. Кромочную снимаем. Первая петля первого ряда вяжется 1 лицевая. Далее нас интересуют 2 лицевые петли. За задние стенки мы вяжем правые. Сначала вторую петлю лицевой, затем первую петлю лицевой. Снова сначала вторую петлю лицевой, затем первую петлю лицевой,
скинули. То есть видите, да, после первого ряда вязать узор становится намного легче и проще. Вторая петля лицевой, первая петля лицевой, вторая петля лицевой, первая петля лицевой, скинули. И последняя петля в ряду в первом, просто лицевая за заднюю правую стенку и кромочная. И второй ряд кромочную мы сняли и начинаем вязать со второй петли изнаночные до конца ряда попарно. Вторая изнаночная, первая петля изнаночной, вторая петля изнаночной, первая петля изнаночной. Все просто и быстро. Вторая, первая и последний раппорт, вторая и первая петля изнаночная скинули, и кромочная. Изнаночная сторона — это лицевая. Вот такой скрещенный узор получается. Большой образец, плетеный необычный узор. Узор получается очень плотный, то есть идеален для вязания каких-то плотных изделий, кардиганы, джемперы, шапки. Это изнаночная сторона. Узор достаточно плотный, повторюсь, смотрите, он плохо растяжимый. И также этот узор идеально подойдет для вязания какой-то плетеной сумочки. Необычно, интересно. Если этот узор вам понравился, обязательно поставьте пальчик вверх и подпишитесь на мой канал, если до сих пор не подписаны. Пока-пока, до встречи в новых видео.